Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре обновление легендарного дилея от компании Boss DD3T. Ну и прежде всего, чем же отличается DD3T от своего легендарного предшественника? В данном случае буковка T — это долгожданное дополнение к нашему легендарному дилею. Это тап-темпо. Теперь на новой педали не нужно только вручную настраивать время задержки, используя достаточно неудобную систему, когда ты не понимаешь, что такое миллисекунда относительно твоего темпа песни. Теперь можно, во-первых, подключить внешнюю лягушку для того, чтобы назначить время дилея, натапать, скажем, время. Но самое главное, можно использовать кнопку самого включения на самой педали, чтобы настроить нужное время задержки. По-моему, круто. Давайте посмотрим, как это работает. Управление у педали DD3T осталось точно таким же, как и у DD3. Но, во всяком случае, ручки с этими синими шапочками означают то же самое. Первое — это уровень сигнала гитары. На полную мы получаем дилей громче в 2 раза, чем оригинальная дорожка гитары. На минимум мы убираем дилей вообще. Фидбэк означает, как часто будет повторяться дилей. Тайм регулирует время в пределах, которых вы выбираете последней ручкой. Здесь, соответственно, как и раньше, 4 варианта. Короткий, совсем такой даблер дилей, слэпбэк дилей медиум до 200 миллисекунд, долгий дилей до 800 миллисекунд и легендарная функция short loop. Это такая удерживающая дилей, который удерживает один аккорд, когда вы его зажимаете. Если не знаете, о чем это, откройте легендарное видео Эрика Джонсона «Cliff of Dover». Вот все вступление в этой песне. Он играет с помощью дилея DD3. Вот так это и звучит, хотя мы, конечно, это продемонстрируем. В отличие от предшественника, выходов здесь немножко побольше. Да? Появился выход на тап-темпо. И Direct Out переместился в более, скажем, логичное положение. Здесь, как и раньше, 2 выхода. Один для выхода гитары с дилеем, второй для выхода гитары сухой. То есть абсолютно не, скажем, не запачканный каким дилеем. Это очень удобно, если вы играете, например, 2 усилителя, и в один вы хотите послать только одни эффекты, а в другой вы хотите послать только гитару. Многие так используют. Ну что ж, ладно, от речи перейдем к игре. Ну и легендарный дилей легко показать на примере легендарной песни. Например, Розенна группы Тото. То есть такой легендарный даблер, слэпбэк, очень-очень-очень короткий дилей. Второй режим — это, собственно, тот самый, который я использовал в начале этого ролика. Короткий дилей. То есть совсем прям вот клик-клик. Он очень неплохо подходит, например, для партий, где нужно, чтобы дилей ярко выделился, и чтобы его было слышно, при этом партия читалась. Вот, например, так. И долгий дилей. Он доходит до 800 миллисекунд. Для примера покажу, что такое 800 миллисекунд. Да, это довольно много. Фидбэк у меня стоял на 1 повтор. Теперь фидбэк значительно дольше. Например, это такой дилей долгий можно использовать как легендарный Edge из U2. Ну и, конечно, для соло-партий, наверное, подходит тоже более долгий дилей. Итак, перейдем, наконец-то, к киллер-фичи этого дилея. Это тап-темпо. Чтобы его включить, нужно удержать кнопку, собственно, включения дилея. И теперь мы видим, как мигает красно-зеленым наш огонечек. И нажимая в нужном темпе,
мы можем задать время дилея. Вроде работает. Соответственно, чтобы выйти из этого режима, нужно снова удержать. Это требует некоторой сноровки, но, тем не менее, круто, что это есть. Это можно использовать и на концертах, и даже если вы не хотите покупать отдельный топ-темпо, то настроить время под песню теперь легко и просто. И последний режим — это Short Delay. Он работает примерно так. Вы играете аккорд и потом зажимаете клавишу. И какой-то небольшой промежуток времени того, как звучал ваш аккорд, повторяется много-много-много раз. То есть посмотрите, как это работает. И теперь поверх этого можно, например, играть какие-то, повторять формы аккорда. Ну или просто поимпровизировать соло. Ну и так далее. Соответственно, отпускаете, луп исчезает. Легендарная обновление. Там очень сильные, мощные партии. Так это ж понятно, там барабанщики какие играют легендарные. Например, Розенна группы Тото. Не, например, не надо, целиком окей. фразу. Либо целиком фразу, либо сыграет. Окей. Но там сыграем. быстрее. Ну все, догадайся, что налажал. Давай. Поехали. Да.